Сегодня мы будем говорить о торгово-экономических связях России и Украины. Когда на Украине началась парламентская предвыборная кампания, парламент Украины ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Я напомню, что соглашение было подписано 18 октября прошлого года. Таким образом, Украина стала третьей страной после России и Белоруссии, которая ратифицировала данное соглашение. И практически сегодня можно говорить о том, что зона свободной торговли в рамках СНГ стала свершившимся фактом. Осталось только, чтобы 3 страны сдали в исполком СНГ документы о ратификации. О том, что дает это соглашение странам-участницам, об углублении интеграционных процессов на постсоветском пространстве, а также о торгово-экономическом взаимодействии России и Украины в новых условиях, ведь Россия с 22 августа становится полноправным членом ВТО. Мы будем говорить с нашими гостями. В Украине долго шел дебат по поводу того, что есть много противоречий в данном случае между Украиной и Российской Федерацией, прежде всего связано с тем, что Россия не является членом ВТО. Похоже, это противоречие тоже уже убрано. В августе Россия становится полноправным членом ВТО, и автоматически часть противоречий, о которых говорили здесь в Украине, в плане возможности интеграции с Российской Федерацией, с экономики двух государств, тоже, похоже, снято. Ожидается, кстати сказать, что экономический эффект от вступления Российской Федерации в ВТО будет достаточно большим. Его оценивают по-разному, от 50 миллиардов до 180 миллиардов долларов ежегодно, начиная с момента вступления страны в ВТО. То есть речь идет, там, скажем, от 3 до 7-8% ВВП Российской Федерации. То есть это такой серьезный эффект. Для Украины есть определенные выгоды, связанные с этим уже шагом, который проходит о вступлении России в ВТО. И опять-таки о снятии противоречия импортный тариф будет резко снижаться. И если сейчас средневзвешенный тариф по Российской Федерации составляет порядка 10%, он будет снижен где-то до 7,5-7,8% после вступления в ВТО, что тоже, в общем-то, снижает барьеры в нашей общей торговле. Похоже, что в Российской Федерации тоже будут учтимые выгоды, которые Украина пытается использовать. И это прежде всего то, что будет уменьшен лимит на возможную долю участия иностранцев в сфере телекоммуникаций и в банковской сфере, что, в общем-то, представляет интерес в том числе и для украинского бизнеса. Очевидно, Российская Федерация сможет получить дополнительные преимущества, связанные с увеличением притока прямых иностранных инвестиций в страну, и Украина не хотела бы, похоже, быть в стороне от этого процесса. В прошлом году было инвестировано на развивающиеся рынки порядка 300 миллиардов долларов, из которых Украина получила где-то 6 миллиардов долларов. Явно недостаточная цифра для такой страны, как Украина. Украина видит возможности привлечения дополнительных прямых иностранных инвестиций как раз за счет подобного рода сотрудничества с Российской Федерацией. То есть здесь есть и своего рода такие очень прагматичные цели. Ну, похоже, что это абсолютно логичный шаг. И более того, если думать по поводу того, что приток прямых иностранных инвестиций в Российскую Федерацию будет означать прежде всего изменение технической базы страны. А Украина является важным продавцом машиностроительной продукции в Российской Федерации. В прошлом году мы продали продукции на 7 миллиардов долларов машиностроительной в Российской Федерации. Это 36% нашего экспорта, который шел в Россию. Очевидно, вот так взять, просто отказаться от какой бы то ни было возможности реализовывать свою продукцию, бизнес Украины не мог себе просто позволить. И это тоже был дополнительный аргумент для того, чтобы продолжать лоббировать подписание подобного соглашения, ратификацию подобного соглашения с Российской Федерацией. Необходимо сказать, что есть большие ожидания по новым возможностям и для украинских металлургов, и для производителей сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственная продукция – это 10% экспорта Украины в Российскую Федерацию. И я понимаю, что было сильнейшее лобби со стороны сельскохозяйственных производителей. Более того, ожидается, что при вступлении России в ВТО часть барьеров, которые были на пути торговли именно по сельскохозяйственной продукции, будут убраны. И те фактически 9 миллиардов долларов, которые Российская Федерация декларирует как возможность субсидирования сельского хозяйства в 2012 году, будут постепенно
постепенно снижаться до 4,5–4,8 миллиарда долларов до 2018 года, сделают позицию украинских экспортеров сельскохозяйственной продукции и пищевиков на российском рынке более такой сильной. Тоже правда, что возможно усиление и конкуренции в данном случае и за энергоресурсы, и есть большие ожидания со стороны Украины, связанные с тем, что прогресс, который будет достигнут в Российской Федерации в этом направлении, даст возможность получить какие-то дополнительные преференции и льготы для Украины, хотя это все остается под таким значительным вопросом. Не забывайте, что украинская экономика экспортно ориентированная, половину ВВП получает за счет экспорта товаров, и Российская Федерация это 30% украинского экспорта. Более того, доля Российской Федерации в украинском экспорте увеличивалась на протяжении нескольких последних лет. С 25%, скажем, 3 года назад до текущих 30%, в то время как доля Европейского Союза немного снижалась, но до сих пор Европейский Союз это 25% украинского экспорта. Сама такая вот географическая структура украинского экспорта заставляет украинскую сторону пытаться играть сразу по нескольким направлениям, и очевидно Российская Федерация это важное направление, но Европейский Союз остается тоже вторым важным направлением для Украины. Я не считаю, что вот это соглашение, оно, так сказать, имеет какое-то серьезное влияние на торгово-экономические отношения России и Украины. Я попробую обосновать свою точку зрения. И в связи с этим для меня была удивительна та дискуссия, довольно такая-то живая и длительная, которая была на Украине по этому поводу. Во-первых, надо понимать, что и до заключения этого соглашения практически по подавляющему числу товарных позиций между Россией и Украиной таможенные пошлины отсутствовали. Это, так сказать, как и между всеми странами СНГ. И в этом не было какой-то проблемы. Да? Это во-первых. Во-вторых, само соглашение содержит в себе значительное количество изъятий. Причем изъятия как раз в тех сферах, которые являются, так сказать, жизненно важными как для России, так и для Украины. Это энергетика, металлургия и так далее, сельскохозяйство. Вот. И кроме того, там прописана процедура, которая позволяет любой из стран, заключивших данное соглашение, ввести таможенные барьеры в случае, если другая страна заключает соглашение, невыгодное для третьей стороны. То есть на самом деле фактически там записана процедура, при помощи которой Россия сможет поднять таможенные пошлины на ввозимые с Украины товары при, так сказать, заключении, допустим, соглашения с зоной свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной. Это, будем гипотетически говорить, угроза такая существует, но фактически это соглашение обставлено довольно большим числом оговорок, которые, по нашему мнению, сильно ограничивают его возможное влияние на текущую и перспективную экономическую динамику. Кроме того, надо понимать, что такие соглашения в области таможенного регулирования, они прежде всего носят мгновенный характер. То есть мы не можем здесь рассчитывать на какие-то длительные эффекты. Возможно, в первый период времени некоторое облегчение торгово-экономических отношений, оно, так сказать, приведет к незначительному росту товарооборота. Но в дальнейшем этот эффект будет постепенно снижаться. Эффект будет очень незначительный, и, конечно, он не может ни в коем степени соотноситься с тем, что может иметь Украина, допустим, в случае вхождения ее в таможенный союз. То есть это совершенно разные уровни интеграции с разными эффектами, и это надо понимать. С точки зрения экономики, на мой взгляд, ни Россия, ни Украина существенно торговые отношения, ратификация соглашения о зоне свободной торговли, оно не изменят. Здесь косвенным признаком вот этого вывода служит и то, что фондовые рынки и в России, и в Украине вчера прореагировали достаточно спокойно на ратификацию. Если посмотреть индексы, и в России, и в Украине существенное изменение не произошло. Это показывает о том, что действительно это соглашение мгновенно и серьезно не изменит торговые отношения между Россией и Киевом. Тем не менее, данное соглашение стоит рассматривать как важный политический сигнал, на мой взгляд, для бизнес-кругов в обеих странах, говорящий о том, что и Россия, и Украина готовы идти навстречу друг другу, готовы решать те проблемы в торговых отношениях, которые существуют. Но, тем не менее, ряд украинских коллег озвучили мнение, что данный механизм, данное соглашение создает определенные дополнительные
дополнительные возможности для снижения дискриминации для украинских производителей при доступе на российский рынок. На самом деле это не совсем так. И на самом деле гарантии от снижения дискриминации украинских производителей на рынок Таможенного союза, на рынке СНГ, на рынок России прежде всего создает присоединение России к ВТО и те механизмы, и те ограничения, те обязательства, которые берет на себя Россия и по снижению тарифов, и по ограничению использования на дискриминационной основе санитарно-фитосанитарных, технических барьеров, торговли и так далее. Те инструменты урегулирования торговых споров, которые предусмотрены в соглашении о зоне свободной торговли, они дают членам этой зоны свободной торговли несколько инструментов. Это экономический суд СНГ, в который, как известно, Украина не является членом этого суда. Дальше это некие экспертные комиссии, влияние и роль такого рода экспертных комиссий на решение торговых споров между странами на уровне СНГ, на мой взгляд, она достаточно сомнительна, может быть. И третий механизм – это членство, это орган по регулированию торговых споров ВТО для тех стран, которые являются членами ВТО. Вот этот инструмент – это то, что реально поможет помочь Украине решать торговые противоречия с Российской Федерацией, но это не является предметом, по сути, вот этого соглашения по зоне свободной торговли СНГ. То есть Украина могла бы пользоваться этим инструментом и не являясь членом ЗСТА. Тем не менее, еще раз повторюсь, что это достаточно хороший политический сигнал для компаний, для предприятий из обоих стран в движении в одинаковом направлении. Более того, мы знаем, что Украина уже на протяжении последних лет активно вела параллельно два процесса о зонах свободной торговли, как с Россией, как с СНГ, так и с Европейским Союзом. Только вот те обязательства, которые взяла Украина по созданию ЗСТ со странами СНГ, никаким образом не ограничивают возможности Украины заключать подобного рода соглашения с третьими странами, и это четко прописано и в данном соглашении, и во взятых обязательствах и России, и Украины по ВТО, такая возможность есть. Более того, насколько я понимаю, президент Янукович недавно озвучил, что подписание соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом также является важным приоритетом для Украины, и что такое соглашение рано или поздно будет подписано. Но соглашение с Европейским Союзом и по содержанию, и со странами СНГ оно существенно отличается. Оно гораздо более глубокое, гораздо более многостороннее. Если соглашение с Россией фиксирует фактический уровень тарифов, нулевой, то соглашение с Евросоюзом оговаривает вопросы торговли товарами, и торговли услугами, интеллектуальной собственности, инвестиций. И один из очень важных аспектов – это он охватывает, Украина возьмет на себя обязательство в случае ратификации выравнивать свои стандарты, свое техническое регулирование со стандартами Европейского Союза. На самом деле получается, что Украина выстраивает достаточно интересную для себя конструкцию, по которой она станет неким таким мостиком между, в случае, если она ратифицирует это соглашение с Евросоюзом, она станет неким мостиком, по которому она беспошлино сможет торговать как со странами-членами СНГ, так и с Европейским Союзом. Таким образом, получая инвестиции, получая современные технологии и современные стандарты зоны свободной торговли с Евросоюзом, Украина, и получая определенные ресурсы со стороны и доступ на рынок стран СНГ, Украина может выстроить достаточно интересную для себя экономическую систему, при котором она станет неким мостиком в торговых отношениях сближения между странами СНГ и странами Евросоюза. Что касается защитных мер и дискриминации, опять-таки я повторюсь, что данное соглашение оно никоим образом не решает проблему, скажем, для украинских производителей труб или металлургов, потому что те меры защиты, которые используются в настоящее время России, это антидемпинговые пошлины, это специальные защитные пошлины, они регулируются нормами ВТО. И в соглашении о зоне свободной торговли СНГ четко прописано, что есть возможность использования антидемпинговых мер, специальных защитных мер, и что в случае возникновения споров они будут решаться по процедурам ВТОшным. Таким образом, если бы вот подобного рода механизм, подобного рода соглашение было бы ратифицировано, скажем так, раньше, до того, как Россия приступила к ВТО, оно бы для Украины было бы гораздо более влиятельно, гораздо более интересно. Но с присоединением России к ВТО ценность вот этих защитных механизмов в данном соглашении, она в достаточной степени нивелируется для Украины.